Как я собрал такую красоту, чего мне это стоило, получилось ли сделать так, чтобы лестница не скрипела, как у меня пошло не по плану все, что только могло пойти не по плану, как я опять упал с лестницы, об этом и не только в этом видео. Изначально я собирался строить одноэтажный дом, но, как говорится, аппетит приходит во время еды, и решил сделать под крышей дополнительно еще 2 жилые комнаты. Для этого немного уменьшил площадь кухни, и вместо большого шкафа в прихожей можно разместить лестницу на 2-й этаж. Чтобы лестница не сжирала драгоценную площадь дома, под ней удачно можно разместить холодильник с открыванием из кухни, а также останется еще куча места для размещения все той же одежды и обуви. Для расчета лестницы я просто написал в поиске в интернете онлайн-калькулятор лестниц, вбивал туда свои параметры и получил основные элементы со всеми размерами. Расчертил лестницу на стене, и вроде бы все должно было быть хорошо, но Илья из прошлого еще не знал, что его ждет впереди. На 1-м этаже дома была выполнена внутренняя отделка, и чтобы можно было взяться за 2-й этаж, была необходима нормальная лестница, так как постоянно ходить по приставной было крайне неудобно. К тому же нужно свести вместе последнюю ступень лестницы и чистовое покрытие пола на 2-м этаже. Готовая лестница из магазина не подходила мне по размерам, нужно было делать на заказ. Обратился на несколько производств, но в итоге решил сходить в зеленый магазин, где оказалось можно заказать лестницу. Через 1,5 месяца после оплаты, продолбав все сроки, до меня наконец-то доехали детальки, которые надо немного доработать напильником. Хотел привезти все сам, но самая большая деталь в длину 3,20, и у Форда уже бы не закрылся багажник, а в Манжаро все влезло прям идеально. Можно напилить детали самостоятельно по размерам из калькулятора, но почему это невыгодно, покажу дальше на цифрах. А пока что моей задачей было доработать все ступени таким образом, чтобы в каждой разместить в будущую подсветку. Для этого пришлось купить фрезер, и на самом деле жалею, что не купил его в начале стройки. Часто приходилось изобретать велосипед ввиду отсутствия фрезера. Первый раз в жизни держал в руках данный инструмент, и сначала решил попрактиковаться просто на деревяшке, так как у меня нет права на ошибку со ступенями. Поверив в себя, закрепил ступени струбцинами и начал делать паз максимально близко к подступенку, которые, кстати, были сразу вклеены на ПВА на заводе, и с одной стороны это может показаться удобным, но с другой вообще ни разу не удобно, и всю дорогу мне только мешало. Заводская фрезеровка, ручная фрезеровка. Первые пазы были жутко кривые, фрезер выбивало из рук, я постоянно все портил, но через пару ступеней пришло понимание, как надо вести фрезер, что его надо сначала включить и потом погружать, что не обязательно стараться сделать всю глубину за один раз, и можно пройти несколько раз в обе стороны, и в итоге результат стал получаться похожим на то, что надо. Мне нужен был паз 18 мм в ширину и 10 в глубину. Это можно было легко сделать пазовой фрезой за один проход, но из-за вклеенного подступенка пришлось использовать фальцевую фрезу меньшего размера и делать за несколько проходов. Но в целом все получилось, и чтобы края ни за что не цеплялись и не скалывались после фрезеровки, проходил паз наждачкой. На тетиве лестницы была заводская фрезеровка, куда должны вставляться ступени, и чтобы провод от подсветки можно было аккуратно вывести, тетиву тоже нужно было доработать. Проверил, как должен выходить провод, и на одной стороне стамеской немного отбивал край. Дальше стало еще интереснее, так как лестницу нужно было покрасить. На заводе за покраску в один цвет просили 30 тысяч рублей, за покраску в 2 цвета 40 тысяч рублей. И за эти деньги я подумал, что покрашу лестницу сам. Так как мне нужно было 2 цвета, то решил сначала покрасить все элементы и уже потом собирать в надежде ничего не испортить. Получилось ли у меня ничего не испортить? Нет. Но обо всем по порядку. Заводской шлифовки мне показалось достаточно, только нужно было как следует обеспылить поверхность. Для этого тщательно прошел все кисточкой несколько раз. Чтобы не запачкать подступенок в процессе покраски ступени, пришлось его с 2 сторон оборачивать малярной лентой и приступил к обработке ступеней. Тут все на вкус и цвет. Есть краски специально для пола и лестниц, есть паркетный лак. Я решил покрыть ступени маслом. Логика была в том, что так древесина в достаточной степени защищается от воздействия воды, света и непосредственно ног. Маслом легко сделать повторную обработку, если ступени однажды вытрутся. А главной мотивацией лично для меня было, что так получается шершавая поверхность, и лестница должна получиться не скользкой. В доме у родителей лестница была покрыта лаком, и ездили мы с нее на жопе сверху донизу все и не один раз. Такие конкурсы мне не понравились, и у себя в доме хотелось сделать по-другому.
Примерно вечность потратил на выбор масла, а потом еще дольше ждал доставку, так как это масло было в магазине не купить. И я промазал с цветом. Оказалось, на разных породах древесины одно и то же масло кардинально отличается по цвету. И при выборе я смотрел примеры нанесения на дуб, а я заказал лестницу из обычной сосны, что тоже было ошибкой, но об этом чуть дальше. Плюс и каждый монитор по-разному передает цвет, и подобрать цвет масла через интернет — это то еще приключение. Насколько я понял, это интерьерное масло очень круто смотрится, если вам хочется максимально натуральный оттенок дерева. И само масло мне прям очень понравилось. Решил сделать им первый слой, не зря же покупал. Но пришлось перезаказывать другой цвет. На второй слой купил уже террасное масло, оно совсем другое, уже не вызывало такие позитивные эмоции, как интерьерное. С цветом якобы орех, но этот орех у каждого производителя свой и ни о чем не говорит. Благо получился достаточно близкий цвет к тому, который я и хотел. Втирал масло обычной тряпочкой из микрофибры, и так мне понравилось больше, чем кисточкой. По объему наносил интуитивно, и немного, и немало. С тонким слоем будет слабый защитный эффект, а со слишком толстым, оказывается, даже масло может начать со временем шелушиться, как старая краска. После нанесения на деталь примерно через 15 минут проходил все бумажным полотенцем, убирая излишки. Каждый слой сохнет примерно сутки, и дальше можно было отделять малярку с подступенкой и переклеивать ее обратно на ступень. Только на эти танцы с маляркой потратил в совокупности чуть ли не рабочий день, так как обратно она отклеивается уже с трудом. Вторым цветом был белый, и для покраски выбрал кроющий антисептик. На банке было написано, что он белый, но после нанесения 2 слоев белым там даже не пахло, пришлось искать именно краску. Справедливости ради, этот антисептик стал чуть более белым после высыхания второго слоя. И знаю, что есть люди, кому нравится именно не до конца перекрытое дерево. Я хотел перекрыть дерево полностью белым. Для этой задачи опять же существуют специальные краски для лестниц, но это было слишком на богатом. Купил вроде бы хорошую краску для кухонных фасадов, что по интенсивности использования более чем подходит на остальные элементы лестницы, кроме ступеней. Не доводилось еще использовать такую краску, она якобы ударопрочная, защищает от загрязнений. Краска идет вместе с аддитивом, который нужно добавить в банку перед нанесением и хорошенько перемешать. Краску наносил уже валиком, а то после кисточки оставались волосы на поверхности. Старался максимально аккуратно, особенно на ступеньках. Но, как всегда, немного нарукожопил. Благо масло действительно обладает защитными свойствами, и удалось свежую краску оттереть просто салфеточкой. И так проходил все детали еще на 2 слоя.
Дальше началось самое интересное, так как все нужно было собрать воедино и установить на месте этого беспорядка вместо приставной лестницы. Бардак, уберись. Поставил я, значит, ящик с инструментами, подпер лестницу гаечными ключами, начал спускать элементы лестницы к месту сборки и... Ну и, собственно, не помог мне ящик с инструментами. Поехал я, значит, на лестнице. Чудом чудесным вцепился под мышками между вот этой дыркой. Лестница уехала. Это я сейчас ее ногой подтягивал, висел вниз ногами. Хорошо, что она не упала, не разбила робот-пылесос, не разбила мне камеру. Пострадала, конечно же, немножко лестница. Я тоже немножко пострадал. Буду думать, что теперь с этим делать. Человеческий организм обладает в некоторой степени регенерацией, а вот элементы лестницы, к сожалению, нет, и решил попробовать починить сломанный подступенок. Для этой задачи, как нельзя кстати, под рукой оказался двухкомпонентный цианокрилатный клей, который я купил для другой работы, но тут его можно было хорошо протестировать. Нужно распылить распылитель на одну сломанную часть, затем намазать содержимое второй банки на вторую сломанную часть, и все это сильно прижать друг к другу на несколько секунд. И я приятно удивился, что такой клей склеивает не только пальцы. В состоянии нового подступенок, конечно, не превратился, но он выдержал вес ступеней, поэтому наконец-то можно было начать собирать лестницу. И первой задачей для этого стала обработка торцов свечкой. Подсмотрел этот лайфхак у сборщиков и тоже решил протестировать. Говорят, это чуть ли не полностью убирает скрип сопряжения деревянных элементов и обильно втер парафин во все торцы. Параллельно нужно было сразу заняться будущей подсветкой лестницы. Со всеми вариантами подсветок за время строительства дома я уже на «ты». Куда я только не размещал подсветку и постоянно использовал различные варианты реализации. Вживую убедился, что свет — это чуть ли не 50% красоты интерьера. В случае с лестницей для организации подсветки можно использовать алюминиевый профиль с рассеивателем и светодиодную ленту, как я это делал, например, для подсветки на кухне. Но я очень хотел воспользоваться готовым решением от ETL и подробнее почему расскажу дальше. Пока что главное, что нужно сделать, это разместить светильники в пазах на ступенях. Они приходят уже полностью готовыми, как правило, размером 800 мм. В моем случае, хоть ширина лестницы составляет 830 мм, под заказ длина светильников была уменьшена, так как нужно учесть ширину тетивы с двух сторон. Светильники крепятся элементарно и при этом очень надежно на тремовский скотч. Чтобы не промазать с креплением ступени, решил заранее засверлить часть тетивы. И при попытке установить ступень понял, что еще необходимо убирать маленькую часть у паза, чтобы провод от подсветки нигде не придавливался и свободно выходил наружу. Вставленную ступень необходимо хорошо зафиксировать с тетивой. Делать это решил при помощи мебельных стяжек, поэтому еще раз засверливался специальным сверлом для конфирматов и стягивал стяжкой 7 на 70. Это чисто моя художественная самодеятельность, почему-то я решил, что так будет лучше, чем на обычные саморезы. Забегая вперед, мне в итоге понравилось, но не претендую, что так делать правильно. Вторая ступень была с тем самым сломанным подступенком, и чтобы не оставить ему шансов развалиться еще раз, с обратной стороны пробил весь стык мебельным степлером. Присверлил вторую часть тетивы и можно ставить третью ступень. Подступенки я заранее стягивал со ступенью, но только в одной точке, и оказалось не зря. При установке столба ничего никуда не хотело вставать в пазы, поэтому пришлось все подступенки откручивать. Так все элементы смогли разместиться на своих местах внутри столба, и тогда можно все фиксировать. Приключения не обходят меня стороной. Сверлил я, значит, сверлом для конфирматов, а оно взяло, и там внутри осталось. Все, вот оно лопнуло, и там, собственно, зафиксировало мне ступеньку. После крепления эта часть уже могла самостоятельно встать у стены, куда ее нужно было оттащить, чтобы разметить место установки датчика движения, по которому будет включаться и выключаться подсветка. Датчик движения должен располагаться в подрозетнике, который в проекте дома предусмотрен не был. Но у меня было аж два плана банана, а как это реализовать без видимого вреда для чистовой отделки. Взял перфоратор с коронкой по бетону, который просверлил два отверстия. Одно для подрозетника и второе внизу за лестницей у пола, откуда выведу провод от датчика. В
других обстоятельствах могло получиться с первого раза, но мне было не соединить два отверстия друг с другом, так как у пола из-за длины бура было никак не просверлиться навстречу первому отверстию. Поэтому фрезой по дереву проделал штробу до того момента, пока она все еще будет спрятана за тетивой, и уже из штробы получилось досверлиться по диагонали до первого отверстия. Вставил подрозетник, зафиксировал его просто саморезами, протащил провод для датчика движения. Подключается все элементарно. Главное запомнить, какого цвета провод, какой клемме был прикручен, чтобы потом с другого конца сделать аналогично. По лазерному уровню зафиксировал датчик в подрозетнике и декоративной панелькой закрыл крепеж. Получается вот такая, на первый взгляд, страшная загогулина, но с установленной лестницей датчик выглядит нарядно, и даже внизу получилось вполне приемлемо. Не сразу сообразил, куда прикрутить еще один подпорный элемент, поэтому потаскал часть лестницы взад-назад для большей наглядности и стяжками зафиксировал со всех сторон на свое место маленький столбик. На лестницу теперь можно было наступать, и тут меня ждало еще одно разочарование. Не может быть. Подумал я и провел еще один тест со свечкой на самой маленькой запчасти. Реально работает, реально перестает скрипеть. То есть проблема не в парафине, а в руках, которые мажут парафин. Поэтому я все разобрал, обработал не только торцы, но и все пазы, натер прилегание под ступенкой к ступени. В общем, вообще все, что хоть как-то соприкасается, и скрип реально ушел полностью. Здесь на помощь, скорее всего, пришел бы и клей ПВА, но мне на всякий случай хотелось сделать, чтобы все элементы были разборные, так как постоянно приходилось что-то где-то подвинуть в процессе сборки, и с клеем это было бы уже сделать невозможно. На клей посадил только на балдажник на столб. И дальше настала пора мерить тетиву. Примерка показала, что мне предстоит выпиливать стену. Нет! 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 Дерьмо! Оказалось, что стена мешает тетиве опуститься на свое место. Поломав голову, решил воспользоваться обновкой в виде сабельной пилы и с ее помощью и помощью молотка со стамеской сделал пропил под тетиву. Дальше оказалось, что все начинает упираться в перемычку между балками, и надо сдвигать перемычку. Благо зафиксировал я ее не гвоздями, а саморезами, поэтому легко открутил и в пару ударов отодвинул. Теперь стало мешать напольное покрытие, и здесь оценил, насколько сильно в таких случаях тащит сабельная пила. Сделал аналогичный пропил в стене для тетивы со второй стороны, но неприятности на этом не закончились, потому что, как говорил, лестница шириной 83 сантиметра, а проем именно в этом месте оказался 82. Перебрал все существующие варианты решения задачи и меньшим злом счел упиливание всех ступеней так, чтобы лестница влезла в проем. Когда укоротил все ступени, доклеил на них остальные светильники. Конечно же, в результате примерки я перебил провод на одном из них. Благо у меня был запасной, и на практике убедился, что тремовский скотч держится так, что его даже специально хрен отдерешь. Все ступени были готовы занять свое положение, для них обильно прошел обе тетивы парафином и установил ступени.
одиночку получившуюся конструкцию было не поднять, поэтому позвал друга на помощь. И довольно легко в пару движений получилось соединить две части, но радость была недолгой. Стенки пройду нахуй аккуратненько. Ага, все, можно упираться. Дядя, что тебе мешает? Я вообще не понял, во что она упирается. Слушай, а может сейчас мешает, знаешь что? Что? А в ступеньку она упирается и. Ну, в подступенок. Ну, по ступеньку с подступенком, да. Последнюю. Да. Ну вот. Она поэтому и не села. И не хватило места. Оказалось, выпил и под тетиву-то сделал, только вот теперь ступень упирается в стену и не дает опуститься последней ступени на нужную отметку. Пришлось все раскручивать, а в результате раскручивания, конечно же, я еще раз нарукожопил, но уже ничего не поделаешь, убрал лестницу и приступил к еще одному подходу по выпиливанию стены. Мало того, что лестница плохо легла, так еще у меня последняя ступенька, значит, предпоследняя, у нее похоронился вот этот хлястик от подсветки за стеной, и мне было бы не вставить провод, поэтому вот пришлось вынимать лестницу для того, чтобы вставить провод, чтобы он потом торчал, чтобы можно было это все подключить. При очередной попытке установить лестницу понял, что столб стоит криво. Полностью открутил его еще раз от ступени и закрутил по двум лазерным уровням, чтобы наверняка. И, о чудо, лестница состыковалась практически идеально. Выше. Оп, давай ниже. О, села. Чтобы исправить испорченное место у столба, купил белые акриловые шпаклевки по дереву и резиновыми шпателями нанес первый слой. А пока он сох, перешел к сборке перил. И чуть ли не самая легкая часть всего процесса — это подсветка, благодаря практически готовому решению из коробки. Присоединил провода ко всем светильникам, это делается в одно движение руки, и даже плюс с минусом не получится перепутать из-за направляющей на коннекторе. Все провода от ступени и датчика движения необходимо прикрутить к блоку управления, соблюдая полярность и последовательность ступеней. Для удобства на нем все подписано. К блоку управления в комплекте идет блок питания. Соединил одно с другим с одного конца, с другого прикрутил вилку, можно втыкать все в розетку. И да будет свет. С визуальной точки зрения, на мой взгляд, получилось шикарно. С точки зрения удобства, это не идеальная лестница, но вполне приемлемо. Мне достаточно удобно подниматься и спускаться. Здесь получилось 27 сантиметров, здесь 25 сантиметров. Как и говорил, лестница получилась не скользкая. Я могу здесь бегать взад-назад, и все удобно. Забежные ступеньки тоже получились большие, широкие.
И с ними тоже все удобно, никакого дискомфорта не вызывает. До конца избавиться от скрипа у меня не получилось. Все равно есть пара ступеней, которые где-то местами подскрипывают. Особенно вот эта часть. Потому что, видимо, из-за того, что я вот 10 раз туда-сюда столб вынул, поставил, там, наверное, парафин отвалился. И все. И вот это вот соединение, получается, скрипит. И где-то там, видимо, недостаточно на паре ступеней намазал. Там 2 где-то места есть со скрипом. И у меня кончились свечки, и я не сообразил вот это к этому намазать. И вот эту запчасть к этой запчасти промазать. И торцы еще вот этого тоже. Несмотря на то, что оно вроде мертво стоит, все равно бывает, когда где-то ходишь, что-то там, да как-нибудь доскрипнет. Но в сравнении со всем, чем я пользовался раньше, получилось прям очень хорошо. Еще из косметических косяков есть у меня вот такие элементы не закрытые. Есть набалдажник сюда, такой же, как и белый. Но если начать там как-то его сверлить, тут очень тонкая часть, и там не за что шляпки будут цепляться. Во-вторых, это нужно, я даже не понял, как это сделать, потому что балясина мешает мне там засверлиться нормально. А заранее тоже, как я это сделаю заранее, не зная, как, чего, где, куда пойдет. Вот эту вот часть надо будет докрасить. Здесь я не сообразил, что вот этот торец будет лицевой, его будет видно, его надо докрасить. Здесь вот есть какие-то пара мест с такими вот царапками, надо будет докрасить. Проблема в том, что вот тут еще вот смола потекла изнутри столба и тоже тут такое запачканное. Надо будет что-то с этим сделать. Проблема в том, что краска с аддитивом, у нее минус, что она годная только 10 дней. Ты за 10 дней не успел, все, краску можешь выкидывать. И, соответственно, когда буду доделывать второй этаж, будет там еще покрасочные работы, и тогда вот белым уже дамажу всю эту небольшую вот эти вот всякие штучки. В целом по покраске мне очень понравилось, как получилось вот ступеньки, балясинки. Ступени получились очень близкие к полу, особенно в ночном режиме, когда все это в темноте включается, выглядит прям очень эффектно. С точки зрения белого цвета очень хочется нанести 5-й слой вот сюда и на столб. То, что изначально я покупал антисептик, это на самом деле позволило мне сэкономить денег, потому что я почитал, даже с этой дорогой краской все равно пришлось бы наносить 4 слоя. Это вот такой прикол именно с белым цветом. Темные цвета легко перекрываются в 2 слоя, а с белым такие приколы, что даже и 4 слоев иногда бывает не хватает. И благодаря антисептику дерево напитало все, что могло напитать, и уже краски потребовался меньше расход. С самой краской, я не то чтобы доволен, но у меня некорректный эксперимент в том плане, что сосна получается очень мягкая, и вот ногтем тыкаешь, и появляется вмятина. И это прикол не краски, это прикол именно елки, потому что она очень мягкая порода. И это одна из причин, почему стоит вот ступеньки брать из дуба, а не из сосны, чтобы с ними со временем ничего не произошло. Она еще и очень сильно прогибается, когда на нее наступаешь, поэтому куча звуков иногда происходит. И вот эту часть я бы тоже брал, пусть не из дуба, но из чего-то более плотного, чем елка. Проблема в том, что она ни хрена не стягивается нормально. Ты ее пытаешься стянуть, и у тебя саморез просто насквозь проходит, вообще вот так вот насквозь можно саморез прогнать, даже без засверливаний. Из-за того, что она очень мягкая, и желательно делать из чего-то более плотного. Я просто решил сделать, исходя из финансовых возможностей, плюс у родителей в доме была лестница из обычной елки, вот, и нормально она 20 лет простояла, если бы дом не сгорел, простояла бы еще. И на кадре там было ни хрена не видно, почему я лестницу несколько раз разбирал. Там был прикол, что вот тут в кадре как будто бы все нормально, хотя на самом деле нет. Нормально было только сверху, а вот здесь была вот такая щель. И самое неприятное, что наверху лестница не была в уровень, а была вот настолько торчала высоко. То есть мне было бы никак чистый пол сюда не приделать. Нужно было как-то решать этот вопрос. И вот этот вот элемент у меня вызывает интерес. То ли я дурак, то ли на заводе что-то там не продумали. Я если сюда наступлю ногой, он сломается. Он очень маленького сечения, плюс там фрезеровка под подсветку. Как оно должно правильно крепиться, вот то ли я не понял, то ли мне комплект какой-то недоделанный прислали, потому что фрезеровки вот здесь нету, она просто на стяжке держится, и все тут заходит внутрь, а здесь нет. И как оно там правильно должно быть, пес его знает. Когда буду делать чистый пол, постараюсь что-то как-то, может, видоизменить здесь. И в плане надежности у меня вопросы еще вот к тому моменту, потому что вот здесь стоит подпорочка, которая не предусмотрена.
потому что без нее вот здесь в креплении, когда наступаешь, оно вот так разъезжается, пинь, и все. Поэтому тут сейчас стоит подставочка, а в будущем я, может, ее уберу, потому что когда сведу чистовой пол на втором этаже и поставлю холодильник, все доделается, можно будет лестницу прикрутить к стене. А самый главный косяк у меня, конечно же, вот, потому что изначально ниша была под 2-метровый холодильник, и там, где я расчерчивал лестницу, видно, что тетива должна была пойти вот здесь, и даже стену не надо было бы выпиливать, а получилось, что вот как бы немножко тут тетива мешает будущему холодильнику, а выпиливать ее вот так вот, ну вообще не вариант, потому что несущей способности там больше не будет. Опирать ее на холодильник сомнительно. В итоге план такой, что буду, ну, видимо, отказываться от встроенного холодильника, брать его не 2 метра, а типа 1,80 м, как-то пытаться вот здесь располагать. И есть у меня остатки от мебельных фасадов. Выпилю сюда планочку просто и вот так вот ее прикреплю сюда, и получится типа полочка. Плюс одна из следующих задач у меня зашить эту нишу, то есть здесь пойдет брусочек, гипсокартон, и остатками обоев залеплю этот угол, чтобы было красиво, аккуратно и закрыта ниша, не было сквозной дырки. Что позволит под лестницей в будущем организовать еще одну зону хранения под обувь и чтобы повесить одежду. Еще один плюс от лестницы, что на нее теперь можно сесть для того, чтобы переобуться, использовать ее вот как скамеечку. И как писали в одном из прошлых видео, у меня пересекается зона чистая, когда ты ходишь вверх-вниз, и зона прихожки, где у тебя стоит обувь. Это на самом деле, да, минус, но этот минус решает вот эта штука. По поводу сломанного подступенка, его на самом деле практически даже и не видно. Здесь вот прям совсем совпало, а здесь вот есть небольшая щелка, но ее не видно. То есть ее нужно увидеть можно только когда ты там прям лег на пол, типа, и всматриваешься. А при обычной эксплуатации ее прям совсем не видно, что очень круто. Вот эти вот провода от подсветки я, скорее всего, вообще даже трогать не буду. Поставлю сюда типа какую-то обувницу, чтобы она это закрыла. И в целом этого даже, ну, не видно ничего. Я даже укорачивать не буду, пусть оно там так и лежит. Вообще ни разу не мешает, все нормально. Питание вот у меня было не предусмотрено. Питание сейчас пока что удлинителем прокинул от розетки. Ну, может быть, либо добавлю как-то розетку, либо не знаю. Посмотрим, когда буду зашивать, как это будет лучше сделать. И вот эти вот провода специально пустил по этой тетиве, а не по вот той, для того, чтобы вот они в глаза вообще не бросаются тоже. И тут есть вариант кабель-канал проложить, как-то попытаться сделать. Ну, тоже пока так оставлю. Вроде мне вообще даже не мешает. Оно визуально со стороны, с этой, когда смотришь, вообще их не видно. Подсветкой тоже очень доволен. На подходе наступаешь к лестнице и срабатывает датчик движения. Такой же будет потом еще на втором этаже наверху, когда спускаешься вниз, чтобы он тоже срабатывал и включались у тебя ступенечки. Изначально я планировал сделать подсветку через элементы управления умным домом, так как я делал это раньше. Например, в туалете у меня есть подсветка по датчику движения. Но смотрели как-то с женой сериальчик, называется «Задача 3 тел», мой рекомендацион. И там чувак поднимался по лестнице, и каждый раз, когда он поднимается, у него загораются ступеньки вот это вот по очереди. Я смотрю на это такой, я хочу так же. И вот я полез гуглить, как это реализовывать, вот это с компонентами умного дома. Плюс я там насчитал, что профиль, лента, все вот эти дополнительные там провода, плюс, не дай бог, там паять еще придется, а я паять не умею. Короче, там все, чтобы это купить, нужно примерно 10 тысяч, это без учета центра управления умным домом. Именно вот если хорошее покупать. А центр управления еще 12 тысяч стоит, который у меня, в принципе, уже есть. Но даже так это все равно... Короче, получается реально, с учетом еще человека часов, потраченных на работу, реально выгоднее купить готовый комплект. Я вот полез гуглить, как сделать так, чтобы настроить вот эти вот датчики, чтобы именно было постепенное включение каждой ступеньки. Я наткнулся на то, что... Хрен, короче, это вот так вот сам сделаешь, это вот реально нужен какой-то блок управления. И в процессе моих поисков в интернете нашел вот решение вот ETL готовое, которое просто на маркетплейсе 2 кнопки нажал, заплатил, вот в моем случае 17 тысяч рублей стоил комплект на мое количество ступеней. И просто приходит вообще элементарнейшим образом, первый раз в жизни все монтируется. Очень доволен, прям супер круто. Настраивается тоже элементарнейшим образом, включаешь в розетку,
Подключаешься через телефон к блоку управления, он раздает Wi-Fi сеть, к ней подключаешься, вводишь там в браузере 192.168 и так далее, что там нужно на коробке это написано, и включается веб-интерфейс. То есть не надо там никакие приложения устанавливать, регистрироваться. Через вот этот интерфейс на телефоне там есть все необходимые настройки, там установить количество ступеней, как, с какой скоростью они там будут разжигаться, в какой последовательности включаться и так далее. Вот есть все необходимые параметры. По цвету я выбрал подсветку монохром 3000 кельвинов. Очень полезная функция, которая я прям вообще, которая у меня даже в голове не было, это дежурные ступени. Вот этот вот еще один момент, который я не знал бы, как реализовать при помощи умного дома. Потому что первая и последняя ступенька, они горят в принципе всегда, являются дежурным освещением в темное время суток. Потому что даже вот когда я, допустим, выходишь там по малой нужде из спальни, идешь в коридор, и, во-первых, блэкауты во всем доме, во-вторых, там зимой все равно может быть темень глухая. Выходишь, не дай бог, что-то в прихожей будет стоять, там мизинцем ударишься об что-нибудь. Короче, боль, печаль и все такое. А из-за того, что горит вот эта вот первая ступенька, получается дежурное освещение в прихожей. Это очень удобно, прям супер. И из-за того, что свет, он тепленький, не направленный источник в глаза, это не дает тебе просыпаться. Также немножко получилось из-за высоты ступеней, когда поднимаешься по лестнице, светильнички немного видно, они не все утоплены, но из-за того, что свет направлен вниз, тоже даже в темное время суток это не мешает никоим образом. И то, как получилось, я прям очень доволен. Вангую, что будет комментарий, почему не металлокаркас. Не металлокаркас, потому что я не умею варить. И еще я не знал тоже изначально, что у тебя, что бетонная лестница, что металлокаркас, один хрен его потом чем-то отделывать, чтобы он красиво выглядел. И все равно придется возиться с деревяшками, чтобы вот не возиться два раза, я подумал, что почему бы не сделать вот так. И в целом рабочее решение, если вот немножко там побольше парафина, чуть-чуть дерева поплотнее взять, чем не сосну, вообще вполне рабочий вариант. Вся вот эта вот красотища вместе с подсветкой, со всем полностью, вот все любые вообще затраты до каждого самреза вышло мне там чуть больше 105 тысяч рублей. По человека-часам чуть больше 40 человека-часов у меня это заняло. И я просчитывал каждый этап, и вот этот начальный этап, когда ты возишься с деревяшками, их невыгодно делать самому. Выгодно только если у тебя столярная мастерская. Потому что, не дай бог, где-то вот там будешь делать эту тетиву, готовить, запоришь какую-нибудь штрабу или типа того, и все, у тебя пойдет элемент на выкид, вся твоя экономия от того, что ты делал руками, сведется к нулю. Реально выгодно заказать готовый комплект на заводе. Дальше уже все зависит от того, кто кем работает. При базовой работе, вот там я зарабатываю типа не сильно выше среднего по стране, и было выгодно это самостоятельно красить, самостоятельно собирать. Потому что примерно, если бы я отдавал это все под ключ полностью, я бы потратил не 105 тысяч, а 180. Буквально за этой стеной лежит тонна профилированного леса, который пойдет на отделку второго этажа, а также завершаю уже отделку фасада моего дома, о чем расскажу в следующих видео. Так что подпишитесь на канал, чтобы не пропустить. Ссылки на все мои соцсети, Дзен, Рутуб, ВК, Телеграм всегда есть под каждым видео в описании. Кто хочет отблагодарить за создание контента, есть Бусти. Также там можно найти и проект моего дома. Переходите, не стесняйтесь, и до встречи в следующем видео.